Всем привет! Я давно не выкладывала видео, и так как осень, я решила, что нужно вот такой вот листочек сплести. Мне очень понравились, как выглядят вот эти кленовые именно, потому что в прошлом году я снимала самые обычные, мастер-класс на самый обычный такой листик, возможно, вы делали или видели, я потом еще повторяла в новогоднем венке. Но для нашего такого кленового листочка потребуется. Я взяла крученую веревку, у меня она 2,5 мм, вот желтый сделан из шпагата. Мы отрезаем сначала один отрезок 200 сантиметров и еще один отрезок 200 сантиметров. В сумме их будет 6 отрезков. На самом деле, когда вы поймете всю, всю структуру плетения этого, то потом можно добавлять отрезки, либо наоборот убирать и делать меньше листики. Но нам здесь потребуется умение плетения репсового узла. Сейчас я показываю все на видео. То есть мы находим середины отрезков первого, да, который мы положили, потом второго, и его крепим таким образом, как я показываю. Один отрезок, потом также нам нужно будет прикрепить и второй отрезок. То есть находим его середину и крепим его центр репсовым плетением, репсовым узлом. Вот, что еще хочется сказать. Листики получаются довольно интересные, и я надеюсь, что я смогу выйти на улицу, насобирать их, сделать потрясающие кадры, чтобы выложить в Инстаграм. Также я вот говорила про то, что в прошлом году я делала уже листики, я оставлю ссылку под видео. Вот они тоже получаются интересные, и если вы их плели, то вот этот листик вам покажется вообще легким, потому что тут один и тот же принцип. После того, как мы добавили 2 нити, мы сейчас берем самую крайнюю, справа или слева, неважно, нить и проделываем, опять же, репсовое плетение следующими нитями до самой середины. То есть даже вот этот отрезок из середины мы его тоже наплетаем с одной и со второй стороны. На самом деле, как всегда, комментарии, возможно, тут излишни. Лучше всего смотреть. Мне кажется, что достаточно понятно. Если вам знакомо репсовое плетение, то вы легко справитесь. Также могу сказать, что я вот выполняю с крученой веревки, она такая более жесткая, листик получился интересным. Если вы будете делать из шпагата, то листик будет более таким мягким. Еще можно, конечно, из хлопкового шнура, и там вообще будет тоже интересно. Вот смотрите, сейчас я опять начинаю добавлять одну нить, также 200 сантиметров. По поводу отрезков. Отрезки некоторые останутся довольно длинными. Я с запасом все это делаю. Вдруг вы там захотите увеличить, либо уменьшить, да, этот листик. Поэтому сильно на меня не обижайтесь, что отрезки останутся длинными. Возможно, можно и оставить как раз эту длину. А здесь я показываю, что вот у листика вот эти соединения как раз-таки мы сейчас и произвели. И будет всего 3 таких соединения, после которых мы будем вот так вот опять же наплетать, как и в начале. Потом мы пойдем в бок делать листик в одну и во вторую сторону. И еще один раз в разные бока, чтобы сделать маленький листик и уже завершить. Думаю, что не буду сильно тут что-то комментировать, поэтому какие-то важные моменты, естественно, еще озвучу.
Вот мы закрепили наш последний отрезок, как бы сделали крепление, и вот у нас 3 дырочки получилось. Сейчас мы будем уходить в бок, а, ну и как бы этот бок и второй бок, они будут повторяться. И мы берем нить из центра, и сейчас 5 нитей, да, получается, раз, два, три, да, 5 нитей, все наплетаем на нить, которую из центра завели. Потом мы будем по одной нити убирать, как бы не проплетать из центра. Вы сейчас увидите. И пока их не останется там 2, потом, когда будет 2 всего лишь наплетаться, мы перевернем как бы и пойдем в другую сторону. То есть будем закрывать листик и также соединять. Я думаю, что реально все будет очень понятно. Вот видите, мы проплели одну, оставили. Сейчас берем следующую нить и проплетаем только 4. Потом 3 и 2. И когда вот 2 будет, то потом мы как раз завернем и опять пойдем в другую сторону. Надеюсь, что на видео было видно, как я все соединяла. Видите, наш вот как бы боковинка наша первая сделана. Сейчас повторяем все точно так же с другой стороны, а потом уже перейдем к завершению. Я так решила делать, а не как там бывает, сначала показывают как одну сторону, потом вторую. Нет, давайте постепенно, сверху вниз прям пойдем. Здесь все точно так же, только в другую сторону. Сначала проплетаем с середины все 5 нитей, потом откладываем одну, доходим до 2 и опять вот это вот все повторяем.
Так, ну вот, листик уже начинает получаться, остались только маленькие штучки. Смотрите, сейчас мы берем, и в середине у нас вот есть две нити с одной стороны и две нити с другой, и мы их прям отложили. Берем третью нить и будем только 3 нити накручивать репсовым узлом, потом 2, и как раз-таки будем завершать, как и в том случае было, что мы вот смотрите, сейчас берем, получается, 4-ю нить и только 2 наматываем, потом повернем и производить будем плетение и соединение. Вот на видео будет, правда, все видно. Сейчас мы повернем 2 нити, сделаем в другую уже как бы сторону, уже заходим на то, чтобы завершить листик. Сейчас следующую нить мы как раз-таки соединим с уже вот той, которая создаст нам дырочку. Вот, следующую мы опять поведем и уже захватим с той самой второй, да, которую мы оставляли. И главный тут момент будет, как мы проделываем самое последнее плетение, чтобы у нас нити все не висели, не торчали. Что же мы такое делаем? Ну, если вы плели листики, то вы знаете, как это все происходит, как там все вместе плетется. Если вы не плели, то смотрите. Мы сейчас, вот последний наш ряд, да, вот одна нить в центре осталась. Мы берем нашу самую крайнюю нить, наматываем точно так же следующей нитью. Намотали, и сейчас никуда не убираем эту нить, а вместе ее складываем и берем следующую нить и уже на 2 нити наматываем. Намотали и опять никуда не убираем, складываем вместе, теперь на 3 нити. И так мы не убираем нити как бы в бок, а мы их все в одну стопочку как бы так складываем, а потом следующую нить наматываем. И вот доходим та нить, которая самая последняя у нас была. Вот у нас и получилось довольно так даже, как бы симпатично, не очень громоздко. То есть если у вас будет, конечно, шнур очень толстый, то получится громоздко. Но у меня достаточно маленькие, листики обычно плетут не из каких-то толстых шнуров, поэтому все очень так аккуратненько. С другой стороны проделываем то же самое. И нам останется только сделать стебелек. Вот, думаю, что вы справитесь. Так, вариант стебелька может быть, кстати, и другой. Не как у меня. Вы можете взять самые боковые нити и начать делать цепочку из квадратных узлов. Да, это вообще нормально. То есть, возможно, вы не захотите делать намотку, как у меня. Но я же вот вам предлагаю, что мы берем вот так вот все делаем, уводим нити, берем отрезок 1 метр длиной и складываем сзади таким образом, как я показываю на видео. Может быть, вы уже делали такую намотку. И начинаем наматывать как бы на нить, которую мы положили. Внизу должна быть петелька, а вверху должен торчать вот этот вот отрезочек. Потому как, когда мы полностью совершим всю намотку, мы конец, который мы наматываем нити, проденем в петельку, подтянем за него и потянем за отрезок, который у нас в начале остался. И у нас получится очень такая классная, ровненькая намотка, просто потрясающая. Я так и ручки для авоськи делала. Ну и часто используется в кашпо, например. Видите, я продела и тяну за тот первый. Возможно, вы не знали это, но это потрясающий способ вообще такой намотки.
то есть чтобы петелька осталась внизу. Теперь я еще за все нити подтяну, чтобы они у меня хорошенько вышли. Потом подрежу, можно под самый краешек, можно оставить, вот. Ну и все, наш листик готов. Вот наш листик кленовый готов. Я надеюсь, что вам он пришелся по вкусу. Пишите в комментариях, плели ли в прошлом году листики, которые были, и будете ли плести в этом. Вот уже такие обновленную версию. Мне очень интересно. Я очень рада вернуться на YouTube и снимать опять же для вас видео. Также, кстати, вот у меня зеленый шпагат, возможно, сплету из него. Подписывайтесь на канал и до новых видео.